Привет, друзья! Меня зовут Илона. Давайте поговорим о теории музыки. Сразу хочу предупредить вас, что я буду мега серьезной. Тема этого видео – как научиться читать ноты, как научиться понимать ноты. Эта тема, наверное, среди всех музыкальных тем одна из самых популярных на YouTube. Поэтому я тоже хочу внести в эту тему свою лепту. Сразу хочу вам сказать и предостеречь вас, что выучить ноты за 5 минут, наверное, возможно, но за 5 минут невозможно. То есть возможно, но вы учите их на кратковременную память. Это означает, что если вы через неделю вернетесь к тому же материалу, который вы якобы выучили неделю назад, вы не будете помнить ровным счетом ничего. В чем же секрет? Секрет в том, что положение нот на нотном стане – это тоже знание. И как любые знания, эти знания нужно повторять и практиковать. Поэтому в этом видео я вам объясню и дам свой подход, как я учу своих студентов запоминать ноты, учить ноты. Но без практики никакой метод, никакой способ вам не поможет. Вы все равно должны будете скачивать какие-то ноты в интернете, неважно, вы можете брать свою любимую песню и просто смотреть на эти ноты и считать. Но об этом позже. Кто смотрел мое видео с темой «Что такое нота?», скорее всего, обратил внимание, как я настойчиво рекомендую запомнить последовательность нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Причем в обе стороны. У вас эта последовательность должна стать автоматической. То есть, если ночью вас разбудят, будут трясти, вы просыпаетесь, и вас спрашивают, назови последовательность нот, начиная с ноты си, и вы сразу си, ля, соль, фа, ми, ре, до. То есть, это должно быть примерно так. В школе, я помню, на уроках математики наша учитель говорила, что вот то же самое нужно делать с таблицей умножения. Метод по запоминанию нот на нотных линейках будет работать только в том случае, если вы владеете последовательностью нот автоматически с начала до конца, с конца в начало. Прежде чем мы начнем учить расположение нот на нотных линейках, мы с вами коротко пройдемся по тому, что же такое эти нотные линейки. Нотные линейки – это 5 горизонтальных, параллельных друг другу линий. Если вы хоть немножко когда-либо интересовались музыкой, вы по-любому видели эти линейки. Выглядят они вот так. Во всем мире они выглядят одинаково. Хорошо, вы выучили, что такое нотный стан. 5 линеек. Это несложно запомнить. Знаю это из собственного опыта. Люди, когда только-только приступают к изучению нот на нотном стане, думают ошибочно, что ноты располагаются только на линейках. Это неправильно. Если мы хотим сказать, что ноты расположены на нотном стане подряд, друг за дружкой, они будут выглядеть вот так. То есть будет происходить чередование. Нота на линейке, нота между линейками, снова на линейке, между линейками, на линейке, между линейками. Я надеюсь, с этим понятно. Теперь возьмем последнюю ноту в нашем звукоряде. Это нота си. Где же находится нота си? Мы начнем с этой ноты. Нота си находится ровно посередине нотного стана, то есть на третьей линейке. С какой бы стороны вы ни считали, снизу, сверху, она находится на третьей линейке. Запомните это, пожалуйста. Проще всего считать от ноты си. Вы в любом случае в начале всегда будете считать. Без этого счета никуда. Это часть вашей практики. Теперь с ноты си давайте назовем все ноты через одну. Си, ля пропускаем, соль, фа пропускаем, ми, ре пропускаем, до. Еще раз. Си, соль, ми, до. Теперь смотрите, что у нас получается. Си находится на третьей линейке. Ля мы пропускаем. Соль, получается, находится на второй линейке снизу. Фа пропускаем. Ми находится на первой линейке снизу. Где же нота до находится?
Все очень просто. Для ноты до мы нарисуем дополнительную линейку снизу. Это короткая линия, которую мы рисуем специально для ноты до. И она так и называется, добавочная линейка снизу. Если вы владеете последовательностью очень хорошо, вам не составит труда назвать ноты через одну. Си, соль, ми, до. Вы можете называть медленнее, но тренируйте свой мозг, повторяйте, повторяйте, повторяйте. Мы идем вниз от си. Си, соль на второй линейке, ми на первой линейке, до на дополнительной линейке снизу. Я очень надеюсь, что с этим понятно. Дальше, что же находится над третьей линейкой? С музыкой в этом плане очень просто. У нас есть 7 нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Что же находится выше ноты си? Мы снова говорим до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Только они уже будут звучать более высоко. То есть до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си и так до бесконечности. Тоже внизу. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до, и снова си, ля, соль, фа, ми, ре, до, и си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Эта последовательность из 7 нот, она бесконечна вверх и бесконечно вниз. А теперь подумайте, как нарисовать на нотном стане следующую ноту после третьей линейки. Правильный ответ между третьей и четвертой линейками снизу. Это до. И снова мы, начиная с до, называем ноты через одну. В принципе, те же ноты. До, ми, соль, си. Только в этот раз они просто находятся выше. Давайте условно их называть до первая, до вторая. Та, которая выше, да? То есть до вторая находится между третьей и четвертой. Ми вторая находится между четвертой и пятой. Соль находится на пятой. И как вы думаете, где находится вторая си? Правильно, вторая си находится на дополнительной линейке сверху. Вот и все. Так же, как мы внизу рисовали для до дополнительную линейку снизу, точно так же мы можем нарисовать дополнительную линейку сверху для ноты си и поставить эту си на линейку. Друзья мои, если у вас возникли вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, комментируйте, потому что на самом деле в изучении любого процесса музыкального есть несколько подходов. В зависимости от типа личности, от характера, от восприимчивости я подбираю тот или иной метод. В этом видео я старалась унифицировать так, чтобы поменьше воды, побольше фактов. Но если вам совсем непонятно, снова-таки я повторяюсь, если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите. Я с удовольствием буду отвечать и, возможно, даже переснимать, доснимать какие-то дополнительные части этого видео по поводу того, где находятся ноты и как лучше это понять и запомнить. Но не забывайте, что вам нужно практиковаться. Это была Илона. Если вы досмотрели до конца, мне безумно приятно. И если вам понравилось, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!